Я прилетел сегодня утром из Кургана. Кто знает, где это находится, это на юг от Тюмени, довольно далеко отсюда. Это мой избирательный округ. И как раз вот вчера у меня было несколько встреч с учителями средней школы, студентами педвузов. Обсуждали в том числе тему истории, тему учебников. Вот то, что нам кажется здесь просто нелогичным с точки зрения здравого смысла, там это все особо обострено, потому что это депрессивный регион, это средняя зарплата там, меньше 15 тысяч в месяц, это учитель, который получает там, 12 тысяч в месяц. И они задают один вопрос. Объясните, пожалуйста, почему разные учебники истории, возьмем конкретно историю, по которым мы учим наших детей, разнятся от школы к школе? Зачем столько учебников истории? Второй вопрос. Почему мы не можем сделать систему, как была нормальная в Советском Союзе, вот по которой учился я, когда мы отучились год, после чего мы учебники сдаем в школьную библиотеку, и следующие получают эти учебники бесплатно, точно так же через год обратно в школьной библиотеке. Конечно, родители могут купить новый комплект, если им не нравится потертый, если у них есть на это деньги и желание. Но это утвержденный, четкий государственный комплект, так называемая единая историческая линейка. Это касается всех учебников. Что же происходит сейчас? Сейчас родители покупают комплект учебников, в следующем году они не могут передать этот комплект ни официально, ни неофициально, потому что вводится новый стандарт и новый учебник. И каждый год, практически каждый год нового родителя разводят на приобретение новых учебников истории. У меня ощущение, что вот эта система, которую навязал нам Минобр, создал в 90-е годы по понятным лично финансовым причинам, и которую он до сих пор не решается пресечь по сегодняшний день, это отсутствие единого учебника по истории. Эта система, это, знаете, вот глупость, ленность, помноженная на невежество и воровство. Никаких здравых объяснений я этому не вижу. Зачем 35 учебников по истории, рекомендованных Минобром по истории России только, для изучения в средней школе? Вопрос даже не в том, что они разные немного, несколько разнятся по контенту. Вопрос вообще зачем? Чтобы больше был госзаказ? Чтобы больше наварились частные коммерческие издательства? Чтобы можно было под шумок в суете что-нибудь, так сказать, там к чему-то приложиться, прислониться? Вот этот вопрос я бы хотел поднять, потому что нам тяжело говорить о фальсификации истории там, злонамеренными иностранцами, западными некоммерческими фондами, что имеет место быть, собственными учеными, которые путают миссию исследователя с миссией ученого, выходящего на публику, потому что, на мой взгляд, когда ученый заявляет публично на многомиллионную аудиторию, академик, о том, что подвига 28 героев-панфиловцев сейчас 70 лет мы отмечали, это, кто знает, отмечал несколько дней буквально назад этому событию, что этого подвига никогда не было, это выдумка сталинской пропаганды. Этот ученый не осознает, что он выступает не в кругу коллег за закрытыми академическими дверями, где можно выяснять степень обоснованности документов Главной военной прокуратуры после окончания войны, которая выясняла детали, а сколько было панфиловцев точно, у того ли разъезда, и действительно ли погибли все, или кто-то остался в живых. Ученый, который выходит с этой псевдосенсацией на многомиллионную аудиторию, есть, знаете, было такое емкое слово в 30-е годы «вредитель». Потому что ничем иным такую неумность объяснить нельзя. Ведь люди думают, что это действительно, значит, нас все время обманывали, значит, действительно не было, значит, не было геройства. Значит, масло оружейное замерзло, и машинное масло замерзло в немецких танках, только поэтому они не взяли Москву. Ибо именно так представляется, собственно, я своими глазами видел многочисленные и германские, и английские фильмы документальные на эту тему, где это объяснялось единственной причиной, почему Москва не была взята осенью 41-го. Необходим по истории один учебник. Ну, если выражаясь профессиональным языком, одна линейка учебников. От А до Я, там, от 5 до 11 класса. Он может быть в двух вариантах, там, в обычном там, и в гимназическом, там, для гуманитарных классов, в расширенном. Все.
Он должен быть выверен, как говорится, до последней цифры, до копейки, до последней буквы. Этот учебник должен передаваться через школьную библиотеку, чтобы не покупали учебники малообеспеченные семьи. А дальше у нас, извините меня, у нас свобода, идите в магазины, изучайте историю хоть какую хотите. Я действительно согласен, что есть разные уровни истории. Я бы выделил 3 основных уровня истории. Значит, это историческая наука специальная, где там речь идет о скрупулезном изучении источников, так сказать, там, дискуссиях, где должна быть обеспечена полная свобода любых точек зрения, включая самые безумные. И только, условно говоря, кандидаты и доктора исторических наук имеют право, так сказать, решать, кто безумный, какая точка зрения, какая не безумная. И там, так сказать, безумные точки зрения полезны, поскольку они раскрывают какие-то интересные моменты, так сказать, нюансы какие-то по-новому позволяют взглянуть на историю. Там возможно отрицать, подвергать сомнению все, что угодно. Полная свобода научного творчества. Значит, есть второй уровень, базовый, значит, где это система мировоззрения об обществе. Она включает в себя несколько основных направлений. Значит, это преподавание истории, это государственная политика в области истории, которая включает в себя не только преподавание, но и систему фильмов и систему телепередач, которая осуществляется через связанные с государством ведущие телеканалы. Значит, здесь здесь есть некое, во-первых, представление различные идеологические концепции тоже есть, да, так сказать, условно говоря, националистическая, так сказать, которая там подчеркивает значение, предположим, русского народа, значит, или каких-то других народов в истории. Левая концепция, которая поддерживает, акцентирует внимание на отношения между трудом и капиталом, так сказать, на, так сказать, вот такой марксистской больше линии. Да. Есть, так сказать, может быть, прозападническая концепция, которая подчеркивает, акцентирует внимание на связи между Россией и Западом и так далее. Есть различные небольшие нюансы, да. Но базовая система ценностей должна быть какая-то общая. Она должна включать: Россия есть такого-то примерно времени, у нее такие основные этапы, такие основные исторические события произошли. Поскольку с точки зрения различного идеологического подхода, даже события, даже факты, они оказываются разными на самом деле. Значит, но в обществе должно быть и представление о каком-то различии, и должно быть представление о единстве взгляда. Поэтому я думаю, что учебники, он должен быть такой действительно базовый учебник, он должен давать все основные базовые факты, и по некоторым особенно ключевым проблемам должны даваться различные идеологические интерпретации. Несколько слов о основных направлениях классификации. Я бы выделил несколько основных направлений классификации. Первое – это национализация истории. Мы видим концепцию эстонских националистов, грузинских националистов, латвийских националистов, и украинских националистов. Ну, это понятно, так сказать, да. Предположим, Бендера был не нацистским преступником, а героем Украины. Там Иисус Христос был, так сказать, украинцем. Древним укром. Да, древним укром, ну и прочее, так сказать, и так далее. У них разный уровень классификации, разный уровень образованности. Есть тонкие классификации, например, по поводу Голодомора как геноцида украинского народа. Есть грубые, как Христос, так сказать, древний укр и так далее. Значит, ну это вот один такой очевидный уровень классификации. Он включает в себя попытку, там есть объективная основа, необходимость переосмысления, так сказать, себя. Но есть очевидные, тем не менее, классификации. Ну, есть по Украине, например, совершенно очевидно, что украинцев никогда не существовало в истории, кроме конца 19 века, когда этот концепт родился в основном в Петербурге в 2 центрах, один, другой в австрийской контрразведке. Вот, 2 основных центра, значит, формирования, значит, украинской. Но, тем не менее, это не наши украинцы не существуют сейчас. Они существовали в 19 веке, так сказать, образовались, да, началось самосознание региональное, да, значит, и вот так это в других многих историях называется. Какие-то региональные самосознания, как баварское, угасают, какие-то региональные самосознания, как украинское, развиваются. Но тем не менее, конечно, украинцы всегда были частью большого русского народа и называли себя русскими. Значит, это один. Вторая форма – это западная, так сказать, классификация. Значит, в основном она делается с геополитическими целями, превозношение себя как нации. Вот здесь у американцев вы должны учиться.
Надо уметь по-настоящему показывать свое место истории. Если мы, в основном, кстати сказать, зачастую это ученые делают, в том числе на западноамериканские гранты, принижают место России в мировой истории, то американцы, естественно, финансируют только возвышающее их, так сказать, место в мировой истории. Ну, это большая та же система, так сказать, она включает телевидение, учебники, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Третья фальсификация, о которой мы тоже должны говорить, конечно, это гламуризация и голливудизация истории. У нас достаточно много появилось в этой связи фильмов, да, которые на самом деле дискредитируют подвиг нашего народа, показывая вот этих героев в таком, знаете, гламурно-голливудском виде. Как пиф-паф, ой-ой-ой, убегает мальчик мой, так сказать. Ну, вы знаете, вы видели огромное количество этих фильмов. Временами, значит, бывает трудно отделить, например, вот знаменитые фильмы, значит, «Мы из будущего 1» и «Мы из будущего 2», там есть очень хорошие, здравые, интересные идеи, так сказать, да, которые с удовольствием можно посмотреть, этот фильм хорошо, но при этом там, конечно, есть тоже элемент голливудизации, да, значит, который в том числе включает искажение фактов фактически. Ну, например, практически никогда немцы не воевали, так сказать, против украинской УНА-УНСО, так сказать, ну, кроме тех случаев, когда там в самом начале войны они были арестованы. Значит, ну, в 1944 году таких боев практически не было. Значит, ну, такой факт, так сказать, да, который мы как-то должны, так сказать, понимая, да, мне показывают, завершать, но вот такой вот, как бы, мы должны понять, что это такая, если там организованная фальсификация из центры, то это как бы спонтанная фальсификация, которая делается с бизнес-интересами, с целью получить бабки конкретные, соврать людям, да, значит, опорочить подвиг, так сказать, наших людей в истории и за это получить свои собственные денежки. Лично я, конечно, считаю, что в предельных формах это тоже предательство Родины, да, значит, когда люди вот получают эти свои грязные деньги за счет того, чтобы ложь распространять. Но есть и сложные такие формы.